Ребят, мы в Лос-Кабосе. Да. Сейчас мы прилетели, и сейчас мы прям сходу Земля Баха плюхнемся. Калифорния. Земля Баха Калифорния, да. Прям плюхнемся в море. Ну вот мы заселяемся в отель. Hard Rock. Народу тьма просто, ребят. Просто куча. Hard Rock — это огромная сетка, которая с 95-го, по-моему, года начали строить именно отели. Вообще с 70-х годов существует этот бренд, и у них очень много казино, кафе, рестораны, магазинов. Все магазины мы эти, я думаю, что все знают, и они во многих странах мира. Итак, мы заходим сейчас в комнату. Сейчас посмотрим, чем нас тут удивят. Опля! Вот такая комната. И Саша прям обрадовалась дивану, на котором она будет спать. Ну, пойдем выглянем наружу. А там океан. Но, ребят, как выяснилось, в океан заходить нельзя, потому что слишком огромное течение и просто тебя утянет. Номер оказался довольно-таки неплох, мы этим порадовались, но, конечно же, это не сгладило нашего негативного впечатления о том, что нельзя заходить в океан. Это, конечно, ребят, печалька. Вот пляж в одну сторону, а вот пляж в другую сторону. И купаться действительно нельзя. Это, конечно, трэш, ребят. Люди, мы нашли, где здесь плавают. Вот здесь они купаются, здесь. Но так как купаться нельзя, мы, по крайней мере, постараемся вам показать это все с высоты дроньего полета. Так вот мы приехали на море в двух полотенцах, дабы не замерзнуть. Так время уже сколько, уже вечер. Ну, конечно, солнце уже село, темнота, смотрите, ребят, вот темно. Вот там где-то больше. Да, темно, вот там это темнота наступает. И здесь мы увидели интересное представление, не представление даже. Недалеко от отеля, как нам объяснили, находится черепашья ферма. И они выращивают черепах для того, чтобы впоследствии их отпускать в море. То, что происходило здесь, это делается 2 раза в месяц. И мы как раз на это все попали. Ребята на самом деле молодцы. То есть из всего вот этого количества, что мы видели, выживет, к сожалению, немного. Ну а мы, посмотрев закат и сходив на офигенное шоу, которое вы только что видели, вот, пошли прогуляться по отелю. Отель, конечно же, именно в стиле хард-рока. Висят гитары, куртки, какие-то плакаты с подписями от знаменитых певцов, гитары от этих же певцов, там еще кого-то. Сделан довольно-таки аутентично, приятно, есть что посмотреть. Классно. Внизу стоит Харли Дэвидсон.
Ну что, приехали мы на набережную. Сейчас попробуем взять лодочку и поехать дальше. Ой. И здесь мы отправились на экскурсию, в которой нам было обещано, что мы увидим китов. Мы, конечно, сомневались, но посмотрим, что из этого всего в конечном итоге вышло. Окно в Пацифику. Пойдем сейчас вот туда! Там хорошо, сказали они! Туда это куда? Туда, вот, туда, вот! Вон туда. Да! И вот то, куда показал вот этот вот инопланетный человечек, мы и пошли. На самом деле это абсолютно инстаграмная локация, но очень красивая. Посмотрите на это величие. Ведь ради этого мы и брали-то эту экскурсию. А здесь он прям пошел в брас. Ну и накупавшись, мы отправились назад в отель. Моя дитятка маленькая. Какой у меня детский сад. Можно, Славочка? Счастливый. А где Бухо? Надо пойти взять. Это девочки пошли на аэробику. Вот смотри, аэробика у них прям огонь. Пойдемте, пройдемся еще раз по окрестностям. Ну что, давайте подводить итог по всей Мексике. Ну, во-первых, это мыши в Мехико-Сити в отеле, от которой мы не могли избавиться. Во-вторых, по прилету сюда мы не могли зайти в океан, потому что нельзя, хотя он был. В-третьих, это чехол, который был специально куплен для подводной съемки, и он хапнул воды, и после этого нам пришлось заряжаться на индукционной зарядке. В-четвертых, это был короткий Новый год, который закончился в 12:30, и закрыли даже бары,
и мы больше ничего не могли сделать. Ну и в-пятых, это то, что вы сейчас увидите. Ну что, ребят, наше путешествие подошло к концу. Да, мы опоздали на самолет. Мы опоздали на самолет. Все хорошо. В общем, по прилету будет вам видосик с комментами, со всеми делами. Да, это мы бахнули дрона. Короче, мышь, телефон, дрон, все на свете. Круто было.